как тебе вообще училась в вузе? Мне там дали время на поиск, наверное, себя, чего мне хочется вообще от этой профессии. Как ты вообще борешься с этой профессией? Как мы знаем, оператор — это работа с камерой. Никто твою картинку не смотрит. Деньги пришли, задача дать. Любой оператор хочет показать себя. Зачем тогда он камеру держит, если он свое показать не может? Почему тогда не идешь на площадке? То есть у меня нету такого, чтобы я прям горела каждый день этим. Это как вдохновение. Оно пришло, ты пошел, снял. Даже если я похоронюсь на телеке. 48 часов их называем. Без сна, фигачить. Это было весело. Ужасный проект. Но мы, кстати, с тобой сняли единственный, кто реально сожгли дом. Мы реально выехали, чтобы сжечь дом. Неделю поработаю с ними, потом опять дальше отдыхаю от этого, перевариваю вот эту съемку. Когда я пришла после кино на телевидение, начинала я с роликов, с подпольных каких-то... Телевидение тоже это круто на самом деле. Например? Заказной сюжет за деньги. А я не знала, что это профессия. Что? Я еще такая, да, за это что платят? Ну да, это классические приемы. Меня уволили с первого моего канала, потому что я девочка. Что мне сказали, у тебя нет никакой техники. Сейчас что-то я слышу в твоих словах легкое разочарование. Раньше как-то огонька было больше. Никто не крепит свет на потолок скотчем. Но с точки зрения искусства это неправильно. Задатки и профессионалы я в тебя вложил. Нам нужно с тобой открывать Girl School. Даже всегда был такой мягкий момент в характере, что меня зашугают, я как бы зашуганная потом сижу. Как-то так повезло, что у меня тоже и спокойный человек рядом. Да хорошо, докажи ему, что ты сильнее. Не, да, мой зайчик. Я ради него съехала от мамы и плачу целую кучу денег. Ты пример того, что нельзя ничего бросать. Если у тебя стоит цель, надо к ней идти. Всем привет, дорогие друзья, и вы снова у нас на Ракурс подкасте. Сегодня у нас в гостях одна из первых моих учениц, одна из первых девушек-операторов, которых я знаю. До тебя были, но они не работали в операторске. Ее зовут Демилей Избасарова. Аплодисменты, да, такие, которых тут нету, да. Ну что, Деми, я бы хотел, чтобы ты сейчас представилась и сказала ребятам, кто ты, где ты работаешь и вообще, чем ты занимаешься. Меня зовут Демили, мне 30 лет. Исполнилось в этом году. Когда мы с тобой познакомились, мне было 19. Какой ужас. До меня только что дошло. На данный момент я работаю на телевидении. Я сменила уже 4 канала за свою деятельность. Вот. Но начинала я с кино, с тобой, с сериалов, со всяких там роликов, с подпольных каких-то проектов, с очень плохих проектов, за которые нам потом не платили. В общем, прикольный опыт. Вот, в операторском, получается, искусстве с 2014 года. Хотела я быть оператором лет с 15. Почему? Вообще в 12 лет я начала фотографировать. Мне подарили мою первую вот эту мыльницу. Да не мыльница, это был телефон с фотиком. Это был 2008 год. Мне подарили первый телефон с фотокамерой, и я фотографировала просто все. И когда встал вопрос, какое образование получать после школы, я хотела уходить после 9 класса в колледж, либо после 11 уже на юриста. Мы еще решали вопрос, после 9 или после 11. Моя мама сказала, какой юрист, ты там от скуки подохнешь. Иди на фотографа, иди на оператора, это у тебя хорошо получается, потому что у тебя как бы коробка с фотографиями твоими. Мама увидела в тебе потенциал. Ну, потому что я распечатывала, я ходила в эту фотосалон Kodak, из телефона скидывала на этот аппарат, и мне там выпечатывали фотографии вот эти 10x15. И я их собирала. После этого мне мама сказала, иди учиться на фотографа. А я не знала, что это профессия. Что я еще такая, да, за это что платят, как бы это что, как бы... Хобби может превратиться. Я просто думала, что это я просто фотографирую, что это ни к чему не приведет. И как все хотела там на юриста. Хотела просто быть юристом, там, не знаю, экономистом, что угодно. Такая профессия мне в голову не приходила, как бы. Конечно, я смотрела кино, и есть такой фильм 98 года Криса Коламбуса «Мачеха». Там главная героиня фотограф. И мама оттуда, и она такая говорит, вот как в этом фильме будешь как вот эта женщина ходить фоткать. Она была такая крутая, она была такая богатая, короче. И мы вот с ней насмотрелись этого кино всего про сильных женщин, которые работают в таких профессиях. И, в общем, я тоже загорелась, и, в общем, с тех пор, с 13 вот лет, я изучала, что такое фотография. В 15 лет уже конкретно стал вопрос о выборе.
Было понятно, уже мы пошерстили университеты, что нету профессии оператора после 9-го, это только после 11-го у нас вот КАЗНУИ. И, в общем, я уже готовилась к тому, что после 11-го я пойду туда. Это были всякие фотокружки, фотошколы. Тогда это было очень непопулярно, и это было по городу 1-2 школы максимум. И в первый раз я не поступила, потому что я занималась сама, я просто выписывала себе журнал на тот момент. Это были как по журналам обучения, может, кто помнит, Ешку. Вот. Там были курсы языковые всякие, и вот искусство фотографии. Я выписала себе весь курс этого журнала, всего его пролистала, ничего не поняла, потому что, естественно, как бы без учителя, без практики ничего не понятно. И сама сделала свое портфолио, пошла в этот университет, поступила, была на самом последнем месте, потому что мне сказали, у тебя нет никакой техники, есть куда расти, ты поступаешь, но ты поступаешь на платное отделение, и ты набрала вообще самые низкие баллы из всех поступающих. Ну, из всех тех, кто прошел. Я поступала тогда Еркинбеку. В Таралиев? Он-то набирал уже? Ну, он меня тестировал. Ты же должна была... Ты же, получается, перед вами был курс один. Перед вами был один, да, Таралиева был курс. Бакир Калич. Бакир Калич набрал. Потом Таралиев должен был набрал. И потом ты к Тайшану пришла. Вот. И, собственно, я из всех, кто поступил, я была на последнем месте. И я себе сказала, что меня не устраивает учиться платно, я не хочу. Я ушла, и весь год я нашла фотошколу с преподавателем. Я уже занималась где-то больше полугода. Ну вот, считайте, вот с сентября и до поступления я училась. Я набрала себе вообще очень клёвое портфолио. Этот мужчина, он загорелся вообще идеей меня пропихнуть в этот университет, потому что к нему приходили в основном... научиться фотографировать мамочки, которых там хотели тоже хобби свое. И у него такая была группа в основном женщины, бабушки, там, дедушки, которые просто хотели изучить. Времяпровождение. Да, а я пришла именно с целью получить профессию. И он прям в меня вложился очень сильно. Он меня по ночам вывозил куда-то там на природу, чтобы там я фоткала ночные виды. То есть он меня учил, как правильно фотографировать ночь, как правильно фотографировать сумерки. Естественно, это все было не ночью, это было там под вечер. Ну, как он сказал, ночь фоткается не ночью. И мы как бы вот всегда, да, и мы как бы вот такие вот все нюансы, и он меня прям вне время своего, как бы своей работы, он меня все время куда-то возил по городу, по своим проектам возил, чтобы я там с ним ходила. Как звали? Юрий Галов, фотограф. Не знаю. Ну, он прям очень старый, советский такой фотограф, он еще прям с давних времен. Сейчас он, по-моему, школу уже не держит. Она забирает слишком много времени в школу. Скорее всего. Но душу у тебя забирает. Но он именно фотограф, он не оператор. Ну вот. И ты обучаешься, и ты после поступаешь с какими баллами? Да, я была на 3-м месте среди грантовиков уже. Но это вот ты, вот в моей жизни я тоже своим ученикам говорю, ты пример того, что нельзя ничего бросать. Если у тебя стоит цель, надо к ней идти. Ну, просто я еще и человек, если я зацепилась, я как бы буду дальше делать. Собственно, от этого есть еще и некие проблемы, потому что сейчас я работаю на телевидении, это же совсем другая отрасль операторского искусства. Ну, это же база. Это база, но я к тому, что искусства там не особо много. И когда ты выходишь после телевидения на какие-то такие кинопроекты, ты уже понимаешь, что это совсем другая штука, и тяжело переключаться обратно. Потому что уже не та скорость, уже не та как бы прыткость, которая была до телека. Но я понимаю, что я в скорости уже просела в этом плане. В плане чего? Когда я выхожу работать на киноплощадку, я уже понимаю, что я не так резко реагирую на все это. В телевидении ты понимаешь, что у тебя есть какие-то страховщики из других каналов, у которых ты можешь потом материал переписать. Вот ты уже какая, ты уже матерый ты опер на телеке. Но, опять-таки, у меня есть такой момент, что мне вот одно правило дали, я одному правилу всю жизнь потом до смерти следую. Соответственно, когда я пришла после кино на телевидение, меня год пытались там переломать, переучить, то есть есть определенный трафарет, и по нему и снимай. Каждый день после каждой моей съемки меня выводили в кабинет там директора и говорили, так, у тебя вот тут опять ошибки. А я там сижу, снимаю там из-за угла, там под углом, что-то там какие-то ловлю вот эти вот вещи, а мне говорят, ну, эта камера ТЖК, она тебе не снимет так, как ты привыкла снимать кино, как бы, то есть там у тебя максимум, что ты можешь делать, фокус, расфокус, все. То есть и баланс поменять. Больше ты ничего с этой камерой сделать не сможешь.
Единственное ее преимущество — это дальнофокус, все. И, соответственно, вот те финты, которые ты там привыкла в кино делать, ты их здесь не сделаешь на этой камере. Здесь они не нужны, здесь они вообще никто на твою картинку не смотрит. Ты принести новости нам, и больше от тебя ничего как бы не требуется. И ты приносишь просто новости уже на каком попало кадре. Естественно, ты следишь за кадром, потому что это тоже важно для себя, как для профессионала. Но так, чтобы это было чем-то искусство, такого нет. Ну да, ну а как же стоит цель стать главным оператором телеканала? Первой женщиной оператором телеканала, главным. Ну, по факту, меня и приглашали некоторые каналы с этим посылом, что типа вот ты же одна девочка у нас в Астане оператор на телеканале. Мы там тебя хотим как бы вот... И я поэтому вот и хожу. Меня уволили с первого моего канала, потому что я девочка. Меня за это сократили. Вот. Был момент сокращения, и я пришла не самая последняя. То есть я была там в штате с другими операторами, и я пришла не самая последняя. Но меня уволили одну из первых, потому что как бы, ну, у нас в приоритете, чтобы мальчики остались, а ты как бы вот иди. Но другой канал позвал меня как раз-таки, потому что я девочка. Круто. Да, они сказали, типа, вот ты нам нужна, это будет наша изюминка, потому что у нас там передача развлекательного формата, и как бы это прикольно. А как ты вообще борешься с этой профессией? Как мы знаем, оператор — это работа с камерой. Это работа со штативом. И камера не маленькая, и штатив нелегкий. Как ты с этим сражаешься? Как ты побеждаешь эти сложности? Если честно, это все дело практики же больше. Когда я пришла на свои вступительные экзамены в университет, я не могла вот Diva-Light, вот это на ассистенте, я ее сдвинуть не могла с места. Я через полгода могла взять в одну руку 2 штуки. То есть это же все равно дело практики. Ты чем больше работаешь, тем больше привыкаешь к весу. Ну и, конечно, я поняла, что уже в каком-то определенном возрасте у меня проседает здоровье, и у меня и кости там, и суставы, и все такое. Именно из-за этого, потому что я не просто их ношу на себе, я об них постоянно ударяюсь, я постоянно ими травмируюсь, я как бы с ними падаю. И это минус, конечно, профессии, но я занимаюсь спортом, я как бы слежу за здоровьем, пью ты витаминчики, знаешь, укрепляющие. Хочу сказать, ты отражение одной моей ученицы, у меня есть Шолпан. Один в один. Я тоже себя вижу. На нее что-то падает. В ней. Она в что-то врезается. Она всегда получает от меня локтем. Я вот так стою, я от тебя тоже постоянно получала локтем. Я говорю, что такое? Все нормально? А ну, зачем под локтем стоять? Ты просто поворачиваешься, ты слышишь, кто-то вдыхает. В ее защиту могу сказать, она стоит там, чтобы всегда быстро среагировать и самый первый принести то, что тебе надо. Да. Я помню, я отточила свое до такой степени вот это вот мастерство ассистента, что ты просто говорил: довели, и я уже знала, что тебе надо нести, как бы, потому что я всегда под локтем твоим стояла. Ну, здесь спасибо тебе большое. Ты, мне кажется, знаешь, вот почему я начал именно диалог, ты одна из первых учениц, ты дала именно базу тому, то, что я сейчас преподаю ребятам, ты была одна из первых, кто обкатывал мою программу. То есть я уже тогда ее формировал в плане того, что она мне в будущем будет нужна. И ты показатель того, что она работает. Ну и учились вместе, тоже на каких-то ошибках. Учились вместе, да. Было очень весело. Потому что ассистентов, я помню, было много, и каждому был свой подход. Очень каждому. Ну, и нас по факту, мне связь осталась только одна с тобой, все остальные, сколько у нас было, там 4 или 5, улетучились. Ну, был Джус еще такой парень, но он и есть до сих пор. Он мне и писал: почему, говорит, тебя позвали на подкаст, а меня нет? Я, говорит, не понимаю. Ну, пригласим скоро его, тоже с ним пообщаемся. Ну, потому что для меня, я же тебе говорил, ты непростой человечек. Вот, и получается, сейчас что-то я слышу в твоих словах легкое разочарование. В профессии имеется в виду? Тут больше не разочарование, тут больше тоска, потому что было раньше. Раньше как-то огонька было больше. Наверное, потому что тогда не надо было себя кормить. Тогда не надо было себя кормить. Это хороший вопрос. Тогда я жила... Монтажер из Дудя, это не надо было себя кормить. Ну тогда же было все так просто. Ну, тебе 19, там, 20, 25 даже лет. Ты живешь с мамой, тебе не надо ни за что платить. Ты там с проекта что-то получил, уже прикольно, как бы хорошо, пошел там себе купил вкусняшку. А сейчас это уже дело, как бы вопрос жизни и смерти. То есть тебе нужно кормить себя, снимать свою квартиру, покупать себе еду, содержать своего питомца. И как бы это уже нельзя, чтобы там пойти на любой проект,
Несмотря на сколько платят тебе, не платят, ты уже смотришь, сколько тебе платят. Конечно, конечно. Поэтому я и реже стал тебе звонить, потому что уже я знаю твои ставки. Я не могу тебе сказать: Дэми, приди за 10 тысяч. Ты скажешь: Алекс, извини. Ну, вообще тут проблема еще в том, что, наверное, я не знаю, было ли у тебя так. Ну, вообще разочарования в профессии нет. Разочарования нет, я ее также люблю, иначе я бы себя просто не убивала бы на таком... Я бы нашла себе просто высокооплачиваемую работу вне профессии. Да, продавцом, например. Но каждый раз, когда я ищу какую-то такую работу, я прохожу стажировку, меня хватает на недели-две, и мне плохо, потому что я смотрю там даже тот же Инстаграм, где все мои друзья что-то снимают, делают, и я такая: нет, я не могу, я тоже хочу. Я зря получала образование. То есть у меня еще вот этот вот момент, что я же получила это образование не просто так, чтобы оно потом как бы у меня лежало. Это не мое хобби, это моя профессия, это мое дело. И я должна им как бы владеть в полной мере. Это круто. А почему тогда не идешь на площадке? У нас же есть Rental, Kinrate, лайты есть. Почему сама не создаешь себе съемки? Почему не фоткаешь? Я Ты же нашла офигительно себя фотографируешь. Я нашла себя в стабильности. Если я это делаю, я нашла очень хороший момент для себя и стабильную работу, и при этом я выхожу на площадке, если меня что-то вдруг прижмет, именно в плане желания что-то снять. Какое-то я хочу какое-то искусство в свою жизнь впустить. Я иду, ищу съемку, я выхожу, я кайфую, там неделю поработаю с ними, потом опять дальше отдыхаю от этого, перевариваю вот эту съемку. То есть у меня нету такого, чтобы я прям горела каждый день этим. Это как вдохновение. Оно пришло, ты пошел, снял, и все, и дальше идешь работать. При том, что я очень рада, что я связала свою работу со своей же профессией. Телевидение тоже это круто на самом деле. Оно очень многому учит. Например? Ответственности. Ты понимаешь, что ты ответственен не как в кино, например, за команду. Ты сам за себя ответственный, но ты ответственный за информацию. Это очень важно в нынешнем мире. Подать новость так, как она... Тем более я работаю на таком канале, который за правду. То есть он именно... Нету такого заказной сюжет за деньги, то есть такого нету. А что такое есть на телевидении? У кого-то есть, я слышала, я не работала с ними. Я такого не слышала. Что за деньги, то есть да? тебе платят, а ты такой, типа, пойду сниму сюжет с красоты, вот с точки зрения красоты. Это классический прием, и тоже был мне. Мы открываем там магазинчик один, меня приглашает гости, мы тут заходят телеки, кенты наши. Я такие: ты что тут делаешь? Заказуха, говорит. Деньги пришли, задача дать эфир, мы даем. Ну вот у нас как бы такого нет. Мне нравится это, плюс я считаю, что я занимаюсь полезным делом. Какой сейчас канал у тебя? КТК. О! Я его не смотрю. Чернуха иногда присутствует. Чернуха присутствует. Ну, куда она денется? Из нее никуда нельзя деться. Ну, понятно. Получается, ты поступаешь в ВУЗ. Скажи, как тебе вообще училась в ВУЗе? То есть 4 года. На что они были потрачены? Что ты сделала за это время? Какой тебе, может быть, кейс они дали знаний? Может быть, можно было бы остаться у фотографа? Остаться у фотографа нет, потому что на фотографии бы все и остановилось. Все-таки не скажу, что в плане образования это было 100% попадание в ВУЗе, но это было именно... Мне там дали время на поиск, наверное, себя, чего мне хочется вообще от этой профессии. И мне дало это очень много людей, в первую очередь, которые все равно, мне кажется, от социального вот этого вот твоего, от социализации в мире, от коммуникации с людьми зависит твоя профессия тоже, потому что если бы я одна в этом барахталась, я не знаю, к чему бы меня это привело, а рядом были люди, которые вдохновляли, которые показывали, как надо, которые показывали, как не надо своим каким-то действием, примером. И ты все равно себя, ты же все равно еще маленький подросток, по сути, в эти годы. И эти люди показывают тебе, до какой степени ты можешь вырасти в этой профессии. Тут нету такого, ты пришел там на лекцию, обучился и ушел со знаниями. То есть даже больше было такого, что ты пришел вместо пары в столовку, посидел там час и больше понял как бы за это время, чем на лекции, к примеру. Ну да, этим отличаются творческие вузы от всех других. Ну и плюс выход на площадке, на вот это вот все. Но я думаю, что мы больше с тобой искали площадки сами. Мы их создавали. Да. Но видишь, просто в нашем Работаю со студентами совместно, это же прикольно. Наш с тобой опыт просто не было таких, как я, таких, как ты, старших, которые нас бы направили. Ну, то есть, допустим, был бы у нас какой-нибудь там парень,
или чел, который бы нас, помимо мастера. Мастер, он в основном тебе дает финальные наставления. Ты там что-то снял, пришел, показал, тебя отругали, пошел, переснял, опять показал. Типа у тебя были такие постоянные карусели. Но не было того промежуточного чела, который бы тебе сказал, так, стой, вот здесь поверни, стой, иди сюда. Ну, мы сами всему учились в основном. Да, у нас было все самим. Но я про это и говорю, что мы хорошо очень, то, что нашлись люди рядом, которые... Потому что были люди же, которые уходили с вуза, он мне ничего не дает, я ничему не учусь, и ушли. И где они сейчас? Их Нигде? нету. Вот. Их нет? А мы как бы остались, мы продолжили дальше. Дело ведь не в корочке, дело в том, что ты дошел до конца, этот путь прошел. Сколько много проектов было прикольных в университете. Все-таки. Мы из Сандектова можем вспомнить. Наш потрясающий проект. Ужасный проект. Не верьте тем, кто много курит. Не верьте тем, кто много говорит. И у которых офис на складе. Ужас. Как они нам ловко в уши пинали. Это просто ужас. Но у нас нету закона о кино. Такой опыт тоже должен быть. Проект должен быть, да. Потому что это единственный момент, где я могу собой реально гордиться этой 40-часовой смены без сна и еды, как бы. 48. Вот если бы не было этого проекта, вот такого опыта бы у меня не было, потому что добросовестные люди все-таки побольше у меня присутствуют, чем такие. Ты знаешь, этим нельзя гордиться, конечно, но мы с тобой в десятки... Проверили себя просто, да. Мы в десятки в Астане людей, в десятки избранных этих людей, 48 часов мы их называем. Без сна, фигачить. Это было весело. Бедный дядя Сережа, мы-то заменялись хотя бы. Ну, он монстр. Ну, смотри, кстати, его кейс, я хотел, чтобы ты взяла себе на заметку, он работал на телеке 3 или 4 года, был лучшим. Просто в моменте ушел, открыл свою компанию, из-за того, что у него образовались такие связи, он открыл себе компанию, и сейчас он очень хорошо зарабатывает. Но есть вопрос еще сексизма. Нет, ну подожди, сейчас мода. Сейчас-то мода, но я все еще с этим сталкиваюсь по сей день. А ты будешь всегда с ним сталкиваться. Здесь стоит вопрос. Вот опять же, очень много ко мне, вот сейчас в статистике 80% у нас девочек, мальчиков всего 40%. Ты воспринимаешь девочек. Мне какой-то оператор просто сказал, у нас женщина, это второй сорт, тебя слушать никто никогда не будет. И это говорилось мне вот на каждом моем вот проекте. Хорошо, докажи ему, что ты сильнее. Нет, это понятно, да. Просто сейчас, наверное, нет такой амбиции. Да, нет амбиций, он просто такое говорит, ты скажи, ну окей, ну и умрешь ты со своей, блядь, Sony камерой в руках, блядь, и ни хрена никогда кино и ты свои не снимешь. Иди. Через 10 лет встретимся, а когда руку протянешь, извини, я про тебя забуду. Да, здесь стоит момент того, что, да, конечно же, я, конечно, по-другому отношусь к женскому полу, да, учитывая, что мы выехали на один из проектов. У нас была старшим гафером ты, и в ассистентах у нас находилось 6 девочек, и мы смогли закрыть полностью весь проект, учитывая, что механик был один мальчик, и механик был фокус-пуллер, а всем остальным занималась женская профессия. Помнишь тот момент, когда я кричу «Джедай, джедай», забегает ассистент, дает мне его в руки и уходит. Это не наша была ошибка, дом горел. В первую очередь инстинкт самосохранения как бы работает. Это было весело. Но мы, кстати, с тобой сняли единственный, кто реально сожгли дом. Мы реально выехали, чтобы сжечь дом. Вообще своим портфолио можно гордиться. Не, ну это само собой, да. Это само собой, этим можно гордиться. Ну, даже если я похоронюсь на телеке, я буду вспоминать, что у меня был поджог. Почему? Я, знаешь, я очень... Сгоревший дом. Я очень сильно горжусь этим моментом, что я тебя знаю. Я очень сильно горжусь тем моментом, что я вкладывал тебя в юности. Я надеюсь, какие-то задатки и профессионалы я в тебя вложил. Но я бы хотел, чтобы ты сейчас, знаешь, может быть, сказала, пожелала или озвучила, насколько тебе сложно, или как ты борешься с теми вещами, вот этих сексистскими движениями. Ну, может, я неправильно выразился, но момент того, что есть ущемление. Ущемление. Тут даже дело не в сексизме даже тоже. Были такие моменты, например, я понимаю, что в сфере, в которой я работаю здесь, в нашей стране, я не знаю, от страны это зависит или нет, но почему я даже редко хожу по проектам таким, если это не твои проекты. Я хожу по ним очень редко и вообще очень чаще отказываю, потому что мне говорят, вот у нас есть референс, и они думают, что если у них есть деньги, они могут все от тебя требовать, все, что как бы они хотят. Классик, да, все это? Да, я их понимаю с точки зрения как бы продюсирования, но с точки зрения искусства это неправильно. Они тебе скидывают референсы, говорят, вот мне нужно точь-в-точь вот так вот. Я говорю, это работа оператора. Как бы вот этот референс — это его работа.
Я постараюсь снять то, что вы хотите, но в своем каком-то стиле. И очень повезет, если какой-то мой глаз кому-то понравится. Но чаще всего бывает так, что они такие: вот ты не сняла так, как нам надо, за что ты деньги получила. А я снимаю то есть понятно, что я работаю с режиссером. И с режиссером есть какой-то коннект, но потом по ходу дела продюсеры такие: нам вот это не подходит, мы же скидывали, трафарет нужно было снять точно по нему, вплоть там до света. Я говорю, это плагиат, это уже не мои. Зачем тогда вы нанимаете оператора? Вы можете любого человека нанять, он также снимет. Зачем вы тогда нанимаете оператора со своим каким-то взглядом, если вы не хотите этот взгляд принимать? Соответственно, таких очень много моментов, когда твое искусство, по сути, никому не нужно. Может быть, даже это одна из причин, почему я выбрала какое-то стабильное телевидение, потому что там действительно никому не нужен твое искусство, твой взгляд, твои руки, потому что требуется просто вот шаблон. И мне про это говорят. Ну, я тебя понял, но тут тоже стоит такой момент, что тут же все зависит просто от тебя самой. Хочешь ли ты этого полностью до конца, и будешь ли ты топить до конца? Буду, но в последнее время я уже избегаю каких-то стрессовых ситуаций. Я говорю, если я вам не нужна конкретно, вот я скидывал вам свое портфолио, то, как я умею снимать, свои работы, если вам это не подходит, мы не сможем просто работать. Зачем тогда друг друга мучить, платить друг другу деньги, играть друг на друга, на нервах друг друга, чтобы потом по итогу не получить то, что обоим нужно. И поэтому я отказываюсь. Если людям подходит то, что я делаю конкретно, потому что все равно это не какой-то, то есть у меня есть свой взгляд. Естественно, я хочу снять как свою авторскую работу. Это любой оператор хочет показать себя. Зачем тогда он камеру держит, если он свое показать не может? И когда это не принимают, и из раза в раз это не принимается, но это становится... И это все равно как-то деморализует, потому что когда я выхожу, например, тем же самым гафером, я уже настолько, наверное, зашугана. То есть, я не знаю, у меня же всегда был такой мягкий момент в характере, что меня зашугают, я зашуганная потом сижу, боюсь там лампочку включить неправильно, чтобы она, не дай бог, не туда посветила, потому что все сейчас я неправильно сделала, оператор вот так наверное, не хочет видеть, поэтому я не буду вот это делать. И у меня смелость уже какая-то своя пропадает. Когда мне дают полную свободу на площадке, я могу работать. Но когда я работаю уже с оператором, и он мне говорит, я хочу вот такой вот цвет, я уже сижу и страшно боюсь не тот цвет поставить. Это, кажется, момент просто воспитания. Может быть. Пришла бы ты ко мне чуть-чуть попозже. Хотя, может быть, у меня даже и не было бы школы. Не, сейчас я слышу твой кейс, я слышу твой богатый язык твой. Нам нужно с тобой открывать girl school, и я думаю, у вас будет большое будущее. Потому что популяризация почему-то нашей профессии идет очень большой захват женщин. То есть девушки захватывают эту профессию очень сильными и быстрыми темпами. Мы же, помнишь, уехали в Гордеевку, мальчиков не отпустили. Мальчиков не отпустили в Гордеевку, в командировку на 10 дней. Там условия были просто жопочные. Я помню. Но девочки поехали, но не смогли создать себе условия. Мы, мальчики-то ладно, на полу спали, но вы смогли себе создать условия. Это говорит о том, что хороший профессия был живет. второй режиссер. Потрясающий был второй режиссер. Без него мы бы не справились. Это я уже понял со временем. Что... Без него нам бы не дали ни одного матраса. Как мы здесь будем? Уходим, уезжаем. И все сделали. Потрясающе. Так ты мне не ответила все-таки на вопрос, как ты побеждаешь эти нехорошие отзывы в свою сторону? Медитирую. Касательно... Медитирую. Точнее, чем? Как? Это, конечно, все юмор. Я просто больше со временем... У меня же была очень дикая тревожность каждый раз. Сколько у меня было истерик, сколько раз ты их видел. И слезы, и швырялась я этими проводами, этими лампочками. Все было в нашей жизни. Но с возрастом просто, я не знаю, понимаешь уже, что как-то надо спокойнее относиться. Эти люди о тебе не думают, им все равно на твое благополучие. Они тебе сказали, забыли, пошли на следующий день, что они тебя обидели. И я просто уже не обращаю внимания на эти обиды, скорее всего, потому что себе же дороже, ты просто, ладно, это мнение этого человека, пошел, забил, и дальше идешь уже искать своих людей, которые тебя не будут так гнобить за какие-то твои моменты, ошибки. Все ошибаются, такая профессия. Во-первых, это искусство, в искусстве нету такого понятия, как грубая ошибка, то есть это может быть недочет, но это, операторское искусство, это же дело физики все-таки. Есть определенные правила, но есть доля искусства в этом всем.
И я считаю, что даже если ты ошибся, это можно... Главное, правильно ошибиться, чтобы это преобразовать потом в свою фишечку. Ты как стреляешь фразами, ё-моё, дуть, срочно, тут тебе хватит на твои... Ну, чувствуется, да, твоя начитанность. Сколько ты книг прочитала? Ты не читала? Сегодня? Вообще. А у тебя так считается, да? У меня, в принципе, за все время, можно сказать. Нет, я шучу. Но я же книжный блогер, типа. А почему ты себя не снимаешь на видео? Я очень отвыкшая. Я только вот в этом году начинаю учиться снимать себя на видео и что-то говорить. Но вот каждый раз, когда я снимаю отзыв на камеру книжный, я включаю камеру и такая... Ай. И все, это полчаса просто на телефон давай к нам снимается. заглядывай. Это я прям найду тяжело. Girl. Это все понятно, DP но Girl найду тебе. как будто бы словарный запас резко пропадает, когда камера включается. Поверь мне, мои DP Girl тебе помогут. Они тебе помогут. Они умеют чапалак прописывать. Как Гая Ричи выйти. За что? Что-то уже и снимать ничего не хочется. Не, я тебе правду говорю, давай попробуем, почему бы и нет. То есть у тебя просто, смотри, я тебе сейчас говорю, тебя приятно слушать. У тебя очень глубокий словарный запас, и ты знаешь, что Благодарю. говорить. И тебе нужно это развивать. То есть если ты говоришь, что в операторском и в телевидении тебе нравится, но не сильно, и тебе как-то финансово у тебя есть какие-то проблемы, то надо просто выводить себя из зоны комфорта. Ты просто в ней сейчас находишься, тебе хорошо, тебе комфортно, возможно, в какой-то мере, а может быть, в какой-то мере, но я ничего не могу сделать. Тут больше про безопасность, наверное, вопрос. Какой безопасности? Моральный. Когда ты сидишь в зоне комфорта, ты больше не потому, что тебе удобно, а потому что тут безопасно и на данный момент. Я просто решаю некоторые свои проблемы, которые не позволяют мне выйти из этой зоны. Но... Или ты не хочешь? Нет, я бы хотела. Все-таки у меня еще все впереди. Себя какая проблема может быть? Что-то понять не могу. Нет, здесь больше, наверное, момент того, что я просто привыкла быть за камерой всегда. Так я тоже так же был привыкший. И когда я преподавал, мне было ужасно страшно, меня трясло. А когда я выступал перед У каждого свое начало. Я думаю, мое тоже когда-нибудь придет. Но сейчас просто на данный момент я снимаю, я стараюсь снимать. Но не то, чтобы я хотела прям развивать этот блог. Я просто делаю это для себя, чтобы куда-то сливать свое прочитанное, если оно есть. Ты так красиво говоришь, наш оператор заплакал. Ладно. Я тебе серьезно не говорю. плакай. Слеза. Вообще, за прошлый год 40 книг. Это хорошо. Я просто, учитывая, что я сижу, всякие книжные блоги смотрю, люди по 100 книг в год читают, иногда стыдно на них смотреть, в смысле за себя. Но у каждого свой темп, как бы свое развитие. Под постом могу прочитать. У тебя свои хобби, у меня свои. Видишь, это же просто увлечение. Говорить, наверное, писать. Ну, в любом случае. Жду твой учебник. Мой учебник. Ты нужна будешь мне как этот копирайтер, чтобы ты перевела его. Я помню, у тебя в университете была вот эта красная книжечка «Профессия оператора», ты с ней всегда ходил. Она до сих пор у меня с собой где-то лежит. Да, красная, вот и зеленая была. 3 раза перечитывал. Про панорамы. 3 раза они у меня разную информацию. То есть наша литература операторская, даже если ты раз ее прочитаешь, через год она вообще по-другому открывается. Что каждый раз новый опыт, новый глаз открывается с разных этих ракурсов, но прикол еще в том, что это же еще и советская литература, она же никогда не стареет, они же первооткрыватели. Ты, считай, первый велосипед смотришь каждый раз, когда читаешь. Это же клево. Это круто. Тогда еще один такой тебе интересный вопрос. Как ты совмещаешь личную жизнь и съемки операторской? То есть операторское искусство, оно же все-таки забирает у тебя очень много времени, а тебе еще нужно семейные дела делать. Тайм-менеджмент. Я веду планер. Во сколько я встаю, во сколько я еду на работу, до скольки я работаю. Вот сейчас ты мои планы все, например, порушил. Да? Это не во мне, извини. Да нет, я шучу. Я был готов. Если честно, я знала, куда иду, я прям освобождала этот вечер. Нет, ты понимаешь, у меня не было в планах такого. У меня нет. Да у меня ты было не все опаздываешь чётенько. никогда. Но я стремился к этому, то есть я все распланировал, думаю, все впервые, и я решил довериться. Да. А как же главное правило операторов: никогда никому не доверяй. Это ты же сам учил. Первое правило. Оператор никогда не опаздывает, и никогда друг другу не доверяйте. Потому что если полетит ассистент, надо, чтобы кто-то его держал. Помнишь, он упал у нас, ё-мо? Кинофло неубиваемое. Это все. Помнишь, тогда на телеке стартануло на нас, мы снимали шоу. Я помню, да, в этом. Супер от баса. Мега силковый. Да. Ебать. Хорошо, что под ним никто не стоял. Стоял же отец, по башке же ему зарядил. Но он отскочить чуть-чуть, успел, да. так кацанул его.
Ну, это кинофло, господи. Она до сих пор у него все еще стоит, работает. Она у меня еще 3 проекта отработала. Ну, Кинофло потому что неубиваемое. никто не крепит свет на потолок скотчем. В моем случае, видишь, у меня школа, она... Все время Я задавался забирает. вопросом теории успеха. Почему она растет? Почему она не останавливается? Был момент, когда я прекратил вообще рекламу, прекратил деятельность, а народ идет. Почему идет? Зачем идет? Почему идет? То есть проводил эти линии и пришел к такому решению, что очень много я отдаю. И мы реально создаем этот пласт семьи. Потому что пласт ты этим ценностей. болеешь. Да, и я этим фанатею. Это же не просто, это же не деньги, не заработок, это же для души больше. Честно, деньги стали приходить только сейчас, спустя 6 лет только. Что пока До этого раскачаешься, они- конечно. Они не шли, я все отдаю. Да я до сих пор все отдаю. За какой уровень? Техника. Вот. Не было такого раньше. Вашими молитвами потихонечку мы добирались. Но вообще совмещать, наверное, не так тяжело, потому что, опять-таки говорю, я нашла свою какую-то стабильную нишу, где ты работаешь на стабильной работе 5 дней в неделю с 10 до 5. После 5 там у меня есть спортзал. Если у меня есть какие-то подработки, какие-то еще съемки, да, дополнительные, я определенно вот строго ставлю график. Вот я вот с 6 могу на съемке быть до там 8-9. После 9, я говорю, я ухожу. Ну, типа, надо как-то подстраивать так, чтобы мы успели. И мы успеваем. Но это не такие съемки, как вот, например, чтобы выставить целое оборудование, как бы свет и так далее. То есть Как ты пришла к такой системизации? хочешь жить, умей вертеться. Не, ну это же система, она же к тебе как-то пришла. Ну, я, в принципе, организованный человек была. же всегда была, конечно, ответственно Твоя организованный. начитанность, эрудированность твоя говорит. Никогда не было такого, что я там... У меня какое-то дело, я там звоню, его отменяю. Ну, типа, нет. Я всегда, вот у меня есть дела, я под них ее подстраиваю. У меня даже уборка по времени прописана. Что я в какой комнате, где мою. Что касается личной жизни, не так тяжело совмещать, потому что человек, с которым я вот сейчас живу, он тоже творческой профессии. как Барабанщик. бы, да. Музыкант. До сих пор живете. Приходится. Ну там, Пока живём. там свадьба, не свадьба, там кольца, не кольца. Вот это, наверное, уже было бы энергозатратно совсем. Энергозатратно. Да, мы очень бережем свою свободу, свою энергию. То есть у него есть свое какой-то виток искусства его, где он сам, я его не трогаю. Мои съемки, он меня не трогает. Мы пересекаемся только дома и говорим как бы только вот Есть такая квадратная штука. о базовых да, вещах. Мягкая там и подушки, там пересекаетесь только. Ну и то так, знаешь, давай разговаривать не будем, просто друг от друга в тишине полежим, как бы, потому что надо восстанавливать. Люди искусства, они очень энергозатратные вещи делают в своей жизни. Он же тоже учитель, он с детьми, а дети маленькие, их же надо еще чему-то учить, это же очень тяжело. Особенные дети есть. Я устал. И ушёл. Бросил палки, ушел. Ну и как бы поэтому очень важно вот этот баланс соблюдать. Ну, как-то так повезло, что у меня тоже и спокойный человек рядом, который нету Ну, такой давай там внимания, давай Прости за там мой ещё что-то. французский, когда был Там великий потоп. отчасти француз. Всех по паре. Всех по паре. Она как бы, понимаешь, каждый человек, который вот он живет, он всегда к себе притянет такого же. Ну и как Хочет, не хочет. я подозреваю, например, вот личная жизнь какая-то романтическая, не то чтобы мой конек, наверное. Если она есть, хорошо, если ее нет, я за ней не гонюсь, как бы, то есть у меня больше в приоритете все-таки именно мой рост, моя какая-то духовная наполненность, ментальное здоровье, физическое здоровье, вот. То есть это не приоритет. Да, Круто. да простит он меня. Не, но у ну- него тоже, поэтому я знаю, о чем я говорю. Не, ну в этом плане я тебе хочу сказать, что большая ты молодец, ты сильно изменилась. Какая была раньше Дамилика и сейчас. Ну, это Ты сейчас очень сколько лет-то? глубокая. Ну, имеется в виду прям... С тобой можно порассуждать. Тебе просто нужно попробовать а-ля подкасты, а-ля какие-то диалоги открывать. У тебя же все для этого есть. У тебя просто есть, возможно... Я понимаю, у тебя есть какая-то структура... Ну, нет, я знаю, чем это вызвано. Это вызвано телеком. Скорее Телек тебя всего, загнал может. в суперкомфортные условия, которые ты считаешь, что тебе удобны. И с точки зрения творчества ты сама на себе ставишь крест. Не надо. То есть ты сама сидишь, ты сама, ну, я в телеке. Ты просто вот завтра начни писать подкасты. Просто начни снимать себя. Просто начни это делать. У тебя есть на это все возможности. Я, например, говорю, у нас есть многие продюсеры, есть многие люди, которые
не умеют ничего, блядь, от слова совсем, но продают себя. Но продают себя за миллионы, за большие миллионы. А он что умеет говорить? А в тебе есть все. Тебе просто нужно, как сказал Бог, пришел он ко мне и сказал: да встань, сын мой, и можешь идти. Понимаешь? То есть в этом плане, я думаю, тебе надо просто начать делать. Это, я тебе скажу, мне открывает школу страх. Ну да. Это. У меня насчитал 12 страхов, которые случатся. И просто один человек пришел, бизнесмен, сказал мне: ты просто делай. Начни делать. И решай проблему по мере ее. Ну, в тебе же это всегда было. Не было. Ну, мы когда познакомились, сказал: я хочу преподавать. Я такая: ну, отучишься там на магистратуру, будешь идти преподавать. Я такая: да, надо. В итоге где мы сейчас? Шабыт не взял? Шабыт не взял, зато у тебя своя школа. Все после Шабыта туда потом идут, конкуренты уже. Они меня и были тоже сподвижниками того, что мне нужно открывать именно школу. Вот, все к лучшему делается. Я думаю, у нас у каждого свое расписание. Если мне что-то стрельнет в голову, я обязательно сделаю. То есть я не такой человек. Я буду очень, может быть, я очень долго раскачиваюсь, но я все равно, если что-то хочу, я все равно в итоге делаю. Ты, наверное, взвешиваешь все за и против, и из-за этого у тебя Конечно, чтобы там не лохануться нигде. Все-таки я люблю учиться на ошибках других людей, а не на своих, поэтому я лучше насмотрюсь, подсоберу опыта там своего, каких-то там информаций, чтобы потом в итоге сделать один раз, но правильно. Ты реально одна из первых девушек, которая выбилась. Их до тебя было, и со мной учились там 3, и с тобой училось очень много. Но кого мы видим и слышим, это ты. Другие есть, не обижайтесь, как бы я про это имею в виду. Почему? Потому что, Ну, так-то ты меня пиаришь тут на каждом этом А почему нет? А почему нет? А кто, если не мы? А почему я должен говорить нет? Почему я должен не пиарить себя? Но почему ты не хочешь принять то, что есть? Когда нам приходят, говорят: люди, вы единственные в Казахстане киношкола на базе именно того, что носители профессии преподают. Ну, то есть я оператор, я учу операторскому искусству. Я не учу их актерскому. Мне не приходят: ребята, давайте актерскому особо учу. Я не учу их режиссуре, лично я найду преподавателя, который учит режиссуре. И мы реально единственные. И когда я тоже этого стеснялся, сидел такой: ребят, скромно надо. А потом опять же люди пришли от бизнеса и сказали: ты дурак, гордись тем, что ты есть. Гордись тем, что ты здесь и сейчас это создаешь. Поэтому гордись тем, что ты на телеке. Приди ногой, открывай и говори: вы что, офигели? Почему так? У меня ученица сейчас в НАИФе учится, и у нее диссертация какая-то там о том, что вот женщины покоряют кино. И она пишет об этом работы. Понимаешь, в Америке сейчас об этом задумались. Сейчас и Россия подходит. К нам придет, но через лет 5. Классно же будет, если ты будешь стать первой в ряду этого всего, и ты будешь менять мировоззрение. Я понимаю, мы живем в мусульманской стране, вообще отношение к девушке совсем другое. Но а почему бы и нет? Когда, да, поменяем, я верю в это. Просто я к тому, что я очень верю за то, что у каждого какого-то события есть свое время. Нет, что должно случиться, оно случится. Я не подгоняю время, просто и так очень быстро жизнь проходит. Я не хочу прям сильно торопиться. Я поймала какую-то свою спокойную волну, и это не зона комфорта. Это вот именно то, что я вот сейчас в таком состоянии, когда мне прям вот хорошо. То есть я имею возможность работать по своей профессии стабильно на телевидении. Я имею возможность по выходным брать какие-то художественные проекты, на них выходить. Я имею возможность там заниматься собой, спортом, там, головой своей, читать, там, свой блог развивать. Питомец у меня. Не могу я его тоже не упомянуть. Это большая часть моей жизни, да, мой зайчик. И я ради него съехала от мамы и плачу целую кучу денег за квартиру, потому что я вот ради него все это делаю. Я ради него зарабатываю очень много денег, чтобы его кормить. Это половина моего бюджета уходит на него, как бы. Плюс, естественно, уже в такой экологии ты занимаешься своим здоровьем уже более тщательно, а не просто так, в бесплатной клинике при дворе. И как бы уже туда тоже. И это... Мне кажется, это и есть жизнь спокойная. То есть не всегда большие амбиции — показатель жизни. Иногда и спокойствие тоже показатель жизни. Бежать тоже никуда не надо. Если твое, оно как бы с тобой будет. И главное, просто этот навык не забывай, работай в нем, развивайся, но не пытайся собрать там все плюшки себе. Вот. Где-то я пригожусь, я где-то всегда помогу. Если как бы нет, ну и ладно. Много людей.
На этой ноте пригодись тогда, когда ты пригодишься. Я думаю, будем завершать. Спасибо тебе большое, что заглянула. Зовите на проект. Как мы всегда говорим, конечно, позовем, Дэми. Ты же знаешь, просто чтобы тебя звать, как я до этого озвучил, мне не позволит рука платить тебе меньше, чем надо. Нет, Я иногда знаю это делается рыночные. ради удовольствия. Я все-таки на зарплате. Я могу себе позволить Ну. выходить так. Теперь будем знать, поэтому спасибо тебе большое. Если у нас комментарии, там, подписки, эти все дела соберутся. Мы с тобой Ставьте вторую часть огонёчечки. Не, да, почему? Потому что, видишь, с тобой есть о чем поговорить. Есть очень много проектов, которые можно раскрыть. У тебя есть очень много интересных моментов, в которых ты победила и прошла. Мгм. Почему бы об этом не рассказать всем, которые, чтобы слышали и знали, что я ж мать. Для своего зайчика. Ну, прекрасно, думаю, на этой ночи будем завершать. Спасибо тебе большое, что ты пришла. Я буду Спасибо, что надеяться, я позвали. немножко хотя бы раскрыл твое внутреннее я. Всем пока-пока. Смотрите нас дальше.